Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан приходит в дачу и видит момент, когда Хасана запирают в комнате, он в шоке. Когда Хасан Дилан кричит «Вызовите полицию, они меня убьют», он вспоминает момент, когда Дилана связала Сабиха Ханем. Беран уводит его оттуда, но Дилан не отвечает ни на что говорит Баран, потому что он в шоке. Затем, когда Беран говорит «посмотри мне в глаза», Дилан начинает громко плакать. Дядя Кинан наконец смиряется с ролью больного, чтобы урегулировать ссоры. Когда Беран приводит Дилана в особняк, все приветствуют его у дверей. Когда они видят состояние Дилана, они задаются вопросом, что произошло. Баран говорит «не сейчас», и они разгоняют всех по своим комнатам. Когда Дилан собирается еще немного вместе, Беран спрашивает, стоит ли нам поговорить, и Дилан начинает задаваться вопросом, о чем мы будем говорить. Дилан спрашивает Барана, правда ли то, что сказал Хасан Карабей, ты действительно собирался его убить. Баран говорит нет, мы просто будем держать это под контролем. Благодаря ему Джавахир докопался до нашего сына, я бы не позволил ему свободно разгуливать. Он говорит, что я найду улики и затем привлеку его к ответственности, я же вам обещал, но в этом я прав. Дилан говорит, нет, никто не заслуживает такого содержания, вы не судья и прокурор, вы не имеете на это права. Беран говорит, не говорите тому, кто убил мою мать, как будто я причинил вред невиновному человеку. Когда Дилан встает, чтобы выйти из комнаты, Беран спрашивает, где он. Когда Дилан говорит, что люди внизу ждут объяснений, Дилан говорит, не делайте этого, все так и закончится. Дилан выходит из комнаты со словами, ты говорил это раньше, это не закончится, это не закончится. Беран говорит, что если я сказал, что это закончится, то это закончится. Когда адвокат приходит к Джавахиру и говорит, что мы потеряли Хасана из-за Барана, Джавахир очень злится, хватает адвоката за воротник и говорит, разве я не плачу тебе целое состояние за эту работу? Адвокат говорит, что они были вооружены, внезапно появились перед нами, и мы ничего не смогли сделать. Джавахир понимает, что Баран намерен не убивать Хасана, а собрать улики, и просит их усложнить работу Барана или даже помешать ему. И говорит адвокату, что если ты испортишь это дело, бойся меня. Люди в особняке говорят ему, что он решил оставить Барана Хасана в летнем домике, пока не найдет улики. Господин Кудрет говорит, что отныне будет сделано все необходимое, убийца вашей матери не сможет свободно разгуливать. Баран говорит господину Кудрету, сообщите мужчинам, они должны действовать быстро, у меня больше нет терпения. Когда госпожа Азади спрашивает Хасана, что он там будет есть, Баран говорит, что дети приготовят все необходимое и не волнуйтесь, они не останутся ни голодными, ни испытывающими жажду. Госпожа Азади говорит, что она не может есть ничего, кроме моей еды, позвольте мне пойти и приготовить что-нибудь. Благодаря Гану Кинану Ясмин и Харун обретают умиротворение. Дилан говорит, сможешь ли ты всегда оставаться таким невинным с Мираном, даже если с тобой сталкиваются плохие люди, что бы ни случилось, Миран, чистый и невинный внутри тебя, никогда не проиграет, моя дорогая. Тем временем в комнату заходит Беран, садится на корточки рядом с Диланом и смотрит на Мирана. Беран говорит, что я знаю, что ты на меня расстроен, но я сделал все, что мог, чтобы защитить тебя. Дилан говорит, Беран, как далеко ты зайдешь, чтобы защитить нас? Баран отвечает столько, сколько необходимо, и склоняет голову. Когда у Дилана сжимается грудь, она говорит, я немного растеряна, мне нужно выйти подышать воздухом, ты можешь остаться рядом с Мираном, и выходит из комнаты. Беран смотрит ему вслед и говорит Мирану, твоя мать боится и думает, что сделает что-то не так, но поверь своему отцу, сынок, я не сделаю ничего, что расстроит твою мать. Дилан пытается избавиться от голоса Хасана в ушах. Когда Беран приходит к ней и хочет уйти, она держит его за руку и говорит не убегать. Дилан говорит, что я не убегаю, мне просто больно видеть тебя таким, я больше не могу узнать своего мужа, ты не такой человек, ты не можешь быть таким плохим. Беран говорит, что я должен действовать, я должен защитить свою семью, иначе они не остановятся, разве ты не видишь? Дилан говорит, я вижу, какие у тебя темные глаза.
Когда баран Хасан говорит, что он не заслуживает пощады и что он обеспечит справедливость, Дилан говорит, что добиться справедливости невозможно, пытая такого человека. И они спорят и защищают свои идеи. Дилан говорит: знаешь, что значит запереть кого-то в комнате цепью? Я знаю оставаться беспомощной в комнате несколько дней, и вспоминает, через что ей пришлось пройти. Когда Бэрон говорит, что это не одно и то же, Дилан говорит, что это одно и то же. Бэрон говорит, что месть кому-то только углубит раны внутри нас и заставит нас потерять то, что у нас есть. Баран, я тебя понимаю, боль, которую ты переживаешь, очень глубока, я не госпожа Сабиха, ты был невиновным человеком, Хасан не невиновен, он убийца, если бы я не догнала, он бы убил, и ты тоже, Хасану никто не причинит вреда. Когда Дилан говорит, что если ты поступишь так, то завтра постараешься сделать что-то большее, пожалуйста, не причиняй вреда человеку, которого я люблю, Бэрон говорит, что я неплохой человек. Дилан не был плохим человеком для моей матери, ты не такой, как они. Баран уходит от нее, сказав: пожалуйста, не попадайте в ловушку зла и не оставайтесь во тьме зла. Он приехал в Ферат Баран и пришел в наш особняк. Говорят, поймали кого-то бродящего и сразу идут к ним. Баран дает одному из них пощечину и просит преподать ему урок, который они никогда не забудут, а затем отпускает их и говорит Ферату, что пора навестить Джавахира. Он приходит к Джавахиру. Джавахир Баран Карабей спрашивает: вы получили мое сообщение, что случилось, тебе понравилось? Баран показывает фотографии избитых мужчин и говорит, что вам следует спросить об этом своих людей, помолиться, чтобы вы не закончили, как ваши собаки. Хасан в слезах поет народную песню в своей комнате. В тот момент, когда госпожа Азади входит с подносом в руке, Хасан тут же встает и говорит: «Мама, я знал, что ты придешь и оставишь меня здесь без всякого выбора». Когда госпожа Азади говорит, что я принес для тебя еды, Хасан говорит: «Оставь еду сейчас, посмотри на меня, они связали меня, как собаку, море меня голодом здесь, спаси меня отсюда». Госпожа Азади говорит, что я не могу себе этого позволить, вы лишили меня возможности защищать вас. Хасан кричит: «Я такой из-за тебя, не забывай, почему ты никогда меня не любил, у тебя есть для меня фондовая биржа, теперь открой эти замки и отпусти меня». Когда Хасан говорит, что в мире много разных ситуаций, возможно, это будет наша последняя встреча, госпожа Азади обнимает его и начинает плакать, говоря, что не выдержит этого, сынок. В этот момент Хасан украдкой достает из чехла иглу и прячет ее в руке. Пока Дилан пытается читать книгу, приходит Бэрон и спрашивает: где ты был? Бэрон отвечает: у меня была работа, и садится рядом с ним. Бэрон хватает лицо Дилана, поворачивает его к себе и говорит: ты самый красивый человек, которого я знаю. Когда ты пришел в этот особняк, ты изменил все. Ты отказался от меня, чтобы защитить меня. Ты исцелил всех, кого пришел в свою жизнь. Твоей милостью и добротой. Теперь ты хочешь от меня того же, но я не могу быть таким, как ты, я не хотел бы приковывать к цепям собственного дядю, но они оба плачут, когда говорят, что этот человек убил мою мать. Хасану не нравится еда, которую принесла его мать Азади, и он выбрасывает ее. Несмотря на то, что мужчины приходят на голос и спрашивают, что происходит, что ты здесь делал, Хасан не отвечает. Когда Цеври спрашивает, следует ли Ясмин и Харуну вместе поехать в Германию после свадьбы, она очень радуется, когда Джевдет говорит «да». Бэрон спросил Дилана: как тебе удалось быть таким сильным? Дилан ответил: моя сила – это моя любовь к тебе. Самое сложное сказать тебе, что я не люблю тебя, хотя я люблю тебя так сильно, это было похоже на смерть. Может быть, даже хуже, чем смерть. Я думал, что защитю твою жизнь, если ты будешь держаться от тебя подальше. Теперь, когда я останавливаюсь и думаю об этом, я понимаю, какую большую ошибку я совершил, я просто понимаю, что если я стану единым целым с тобой, мы сможем все преодолеть, но страх в том, что ты тоже боишься, что с нами что-то случится. Но помните, страх питает гнев, а гнев питает страх, через некоторое время вам придется контролировать свой гнев, поэтому вам придется контролировать свой гнев, иначе ваш гнев может навредить и нам. Пожалуйста, подавите свой гнев, я с вами, если мы возьметесь за руки, мы сможем победить все зло, он держит за руки барана.
Дилану снятся кошмары о Хасане, и он просыпается по ночам с криком. Барыш пытается утешить Дилана. Дилан хочет, чтобы Барыш позволил ему признаться, что он может заставить его признаться во всем. Но Бэрон этого точно не допустит. Бэрон говорит, что нам просто нужно немного времени. Дилан спрашивает, что с нами произойдет за это время, и говорит, что боится, что Бэрону станет плохо. Баран обещает, что такого не произойдет, а Дилан говорит, что доверяет ему и хочет, чтобы Барыш тоже ему доверял. Бэрон говорит, что не знает, и встает. Пока Харун обсуждает долг своей матери за свадьбу, приходит Ясмин и слышит это. Когда я увидел, что Харун очень расстроился, он сказал: «Мне ничего не нужно, давайте не будем ни у кого брать взаймы, тогда мы сможем покупать то, что хотим, по мере накопления наших денег». Харун был очень доволен и сказал: «Я рад, что ты появился в моей жизни». Пока Дилан поливает цветы и болтает с ними, к ней подходит Бэрон и слышит, как она говорит: «Мы справимся с этим вместе с Бараном. Я верю, что темная зима будет теплой и наступит прекрасное лето. Может быть, я хочу поверить в это. Он говорит Дилану: «Поверь мне, любовь моя, наступит прекрасное лето, ты и наш сын переживем не только лето, но и очень красивые времена года, я не хочу, чтобы ты больше просыпался ото сна со страхом». Дилан: «Я ничего не могу с собой поделать, ты спросил меня, откуда у меня остались силы прошлой ночью, она была неполной для меня, пока я 3 месяца жила с цепями на ногах, я не знала, жив ты или нет, я просто надеялся, что твой поиск не угас, он найдет меня, он восстановит мою душу своей любовью». Я сказал: «Так и случилось, ты окутала меня своей любовью. Это был бальзам между мной, твоим сердцем, твоим голос, твоя улыбка — это тьма. Ты заставил меня забыть дни, на самом деле, ты показал мне путь назад, брат, я прошел, прибежав в твоем милосердии. Мы снова переживем те тяжелые дни с твоим сострадательным сердцем. Дайте мне поговорить с Хасаном Карабеем, подумать немного». Он заходит, думая, что я в комнате. Пока Баран сидит в стороне и думает, приходит дядя Ахмед, и Баран спрашивает его, в чем я поступаю неправильно. Дядя Ахмед говорит: «Бог дал людям разум и совесть. Беспринципный ум подобен слепому снайперу. Вы можете только одно. Делай, ты должен слушать свое сердце». Когда Бэрон сказал: «А что, если они скажут что-то не то?» Дядя Ахмед сказал: «Ты послушаешь их сердцем и ушами. Он сказал, что они тебе покажут». Дилан Миран: «Я несправедлив к твоему отцу. Как ты думаешь, мама, но я знаю, что он пытается защитить нас от зла. Но мы можем защитить его, не отказываясь от добра, правда, мама?» Пока Баран слышит это, подходит, обнимает Дилана сзади и говорит: «Давай, собирайся, поговори с Хасаном, если это тебя успокоит». Дилан счастлив и немедленно идет собираться. Тем временем Хасан с помощью иглы избавляется от цепей и наручников. Когда приходит Дилан и говорит, что я готов, Бэрон говорит: «Пойдем». Когда Первин подходит к двери Цеврии с пирожным в руке, Цеврия говорит ей держаться подальше от меня, моего мужа и моей семьи. Когда Первин говорит, что я делаю, чтобы твой муж не чувствовал себя неловко, нелегко забыть, Цеврия кричит и выгоняет его за дверь. Пока госпожа Азади и Гуль говорили о Миране, Гуль внезапно снова почувствовал тошноту. Госпожа Азади сказала с радостью: «Послушай, я не ошибаюсь, Гуль, ты беременна, и если будет мальчик, я позвоню в бубен». С радостью. Когда Ферат слышит их, отводит Гэжу Азади в сторону и говорит ей: «Не толкайте Гуль, она беременна, не наклоняйтесь, мы не можем иметь детей». Госпожа Азади очень расстраивается. Ферат говорит, что это моя вина, из-за меня у нас не будет детей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.